Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. И сегодня на обзоре очередная 158-я распаковка и пополнение коллекции банкнот. Получил такое вот заказное письмо с банкнотами с сайта объявлений Авито. Иногда и там встречаются интересные предложения. Так вот, наткнулся я однажды на такое интересное предложение. Увидел банкноту по очень хорошей цене. Вот оно, это объявление. Оно уже закрыто. Как видите, хорошая цена для такой банкноты в таком состоянии. По крайней мере, так видно на фотографиях продавца. Решил купить я эту бону, а с ней еще пару других банкнот. 3 рубля 905 года и 5 рублей 909, по 60 рублей каждую. Оплатил и жду номер трека от этого продавца. Продавец молчал неделю, потом извинился и пообещал в скором времени выслать трек. Но этого не произошло. Я уже потерял всякую надежду получить покупку за более чем 6-летней практики моих покупок на различных торговых площадках, сайтах, интернет-магазинах в России и за ее пределами. Это был первый случай, когда, как я считал, что меня кинули. Ладно, подумал я, сумма небольшая, всего-то 620 рублей, пусть так. Продавец не выходил на связь, я писал ему. В итоге культурный отзыв продавцу я, конечно, написал, не забыл. Через 3 месяца получаю сообщение от этого продавца с извинениями и с обещанием выслать мне обратно мою оплату. Проходит еще 1,5 месяца, и он все же написал мне номер трека и вернул мне еще 120 рублей. И вот, наконец, я получил это долгожданное и забытое письмо. А отзыв я удалил, да. Ладно, давайте вскроем и посмотрим, соответствует ли содержимое этого письма тому, что должно там быть. Так вот упаковано. Вот и сами банкноты. Итак, в качестве компенсации вместо 3 рублей 905 и 5 рублей 909 он положил мне 2 еще дополнительно банкноты. Это Венгрия, 10 форинтов, 1957-75 годов выпуска. Состояние видите сами. Это выпуск 12 октября 1962 года. По каталогу Пика идет под номером 168С. Лицевая сторона. Шандор Петёфи, венгерский поэт, один из руководителей революции 1848-49 году в Венгрии. Как его еще называют, поэт молодости, поэт свободы, поэт любви. 21 год было ему, когда он вошел в литературу, а в 26 лет он погиб в 1849 году в одной из битв Венгерской революции. В течение этих 5 лет он создал столько прекрасных стихов, сколько иные поэты не создают и за 50. Оборотная сторона. Картина венгерского художника и графика Яноша Янко. За основу гравировки взята его картина «Рождение народной песни». Следующая банкнота. Россия, 25 рублей, 1909 год. Состояние в тряпочку. Выпуск царского правительства 1914-17 годов. Подписи Шипов, Сафронов. Серийный номер ДД 705-174.
И, наконец, долгожданная банкнота 5000 рублей, 1919 год. В принципе, состояние неплохое. Видим, есть изгибы и надрывы, но в целом состояние бумаги бодрое. Для определения разновидности обратимся к каталогу Coins Moscow. На сегодняшний день это самый актуальный каталог банкнот России. Информация по этой банкноте находится на странице 162. Чтобы определить разновидность, нам нужно посмотреть на подписи. Здесь подпись Крестинского и Чехиржина. Далее смотрим на серийный номер ВЗ 550 861. И самое главное, нужно посмотреть на водяной знак. Здесь волнистые линии, но они бывают разные. Как видим по образцам в каталоге, это широкие волнистые линии. Итак, данная банкнота определена в каталоге под номером 8. Отпечатана Первой Московской печатной фабрикой или Московской фабрикой изготовления государственных бумаг знаков 1919-1923 годов. Что касается цены, то я считаю, что 500 рублей это вместе с доставкой вполне хорошая цена для этой банкноты в таком состоянии. Ну вот такое, друзья, у меня было сегодня пополнение. Пишите комментарии, ставьте оценку, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе моих следующих выпусков. Всем большое спасибо за просмотр. Всем желаю здоровья, добра и хороших пополнений. До новых встреч!